Всем привет! В этом видео я расскажу вам, как сделать собственный видеообзор. Большинство используемых программ бесплатные, поэтому пройдите по ссылке внизу, чтобы узнать, где их можно скачать. Сразу оговорюсь, я использую английские версии программ, но в русских версиях кнопки и пункты меню находятся в тех же местах, что и в оригинальных версиях. Первый и самый очевидный шаг – выбрать то, о чем будет обзор. Для примера я буду делать обзор фильма, но вы можете использовать любой видеоматериал. Записи прохождения игр, ваши собственные видеозаписи, музыкальные клипы и так далее. Для начала создайте на компьютере папку, где вы будете хранить все, что относится к проекту. Свою я назвал Project с восклицательным знаком в начале. Восклицательный знак поднимает папку вверх в списке, и ее легче найти. Создайте в этой папке текстовой файл, используя любой текстовой редактор. Свой файл я назвал скрипт. Теперь просмотрите ваш видеоматериал, отмечая время сцен, о которых вы хотите рассказать в обзоре. Я еще обычно добавляю небольшое описание, чтобы легко вспомнить, о чем сцена, не пересматривая ее. Для просмотра видео я использую VLC Player. Это отличный проигрыватель, не требующий установки дополнительных видеокодеков. Кроме того, у него есть функция создания снимков с видео. Это пригодится для создания стоп-кадров. Если вы делаете обучающее видео, где необходимо записывать действия на рабочем столе компьютера, воспользуйтесь программой CamStudio. Если вам нужно просто сделать снимок экрана, нажмите кнопку Print Screen на клавиатуре, а затем сделайте «Вставить» в любом графическом редакторе. Я пользуюсь бесплатной программой XNView. У нее есть отличная функция создания скриншотов, позволяющая в том числе фотографировать курсор мышки. Просмотрев материал и сделав пометки, начинайте писать сценарий. Я обычно делаю это прямо в том же файле. Постарайтесь, чтобы ваши фразы легко было произносить и чтобы они не звучали слишком вычурно. После того, как сценарий написан, приступаем к озвучке. Да, видеообзор начинается именно с озвучки, так как все остальное, видео, картинки и так далее, нужно будет нарезать в соответствии с длительностью вашего комментария. Для записи звука я использую программу Audacity. Запустите Audacity и нажмите кнопку «Запись». После этого начитайте ваш текст в микрофон. Постарайтесь звучать естественно, так как нет ничего хуже монотонного бубнения комментатора. Запись можно в любой момент остановить. Чтобы продолжить от конца, нажмите кнопку «Запись», удерживая кнопку Shift на клавиатуре. Если не нажать Shift, то программа начнет писать продолжение на отдельную дорожку. По окончанию записи уберите все длинные паузы, щелчки и прочие посторонние звуки, выделяя и удаляя их. Теперь выберите функцию шумоподавления, щелкните «Получить профиль шума», выделите несколько секунд тишины, затем опять зайдите в шумоподавление и нажмите ОК. В результате в записи сильно снизится уровень посторонних шумов от аппаратуры. После этого выберите функцию компрессии и сожмите динамический диапазон вашей записи. После этого ваш голос будет звучать более ровно и солидно. Экспортируйте комментарий как файл WAV. Теперь нужно нарезать видео тех сцен, что вы выбрали для включения в обзор. Это можно сделать в бесплатной программе VirtualDub. Перед нарезкой я обычно конвертирую диск с фильмом в один файл, но вы можете делать нарезку прямо с диска. Открыв видео VirtualDub, передвиньте ползунок к началу нужного отрезка и отметите начало выделения. Затем перейдите в конец отрезка и выберите конец выделения. После этого вырежьте отмеченную область и сохраните как AVI в папку проекта. Постарайтесь называть файлы так, чтобы вам было понятно, что в них. После этого отмените обрезку и перейдите к следующей сцене, где повторите те же действия. В конце концов, в вашей папке должно появиться несколько файлов с видеоматериалом для обзора. Если вам нужны видео, например, с YouTube, установите Flash Video Downloader для Firefox и используйте его для скачивания роликов с YouTube. Если вы хотите включить собственные записи, то перепишите клипы с видеокамеры в папку с проектом. В дальнейшем я буду называть все эти записи одним словом видео, так как с точки зрения редактирования камера всего лишь еще один источник видеоматериала. Мы вплотную подошли к последнему этапу – созданию видео. Для этого вам понадобится видеоредактор. Боюсь, такую программу придется купить. Рекомендую Sony Vegas, как обладающую одним из самых дружелюбных интерфейсов. В обзоре я буду показывать 11-ю версию, но вы можете купить любую. Например, 6-я версия прекрасно работает на современных компьютерах с Windows 7, а стоит намного дешевле последней версии. Кстати говоря, все описанные выше действия можно сделать в одном лишь видеоредакторе, но лично я предпочитаю использовать для каждой задачи свои инструменты, а не один комбайн на все. После запуска Vegas перейдите в папку с проектом. Если вы подготовили видео в VirtualDub, то просто перетащите их на линию времени. Вы также можете нарезать видео прямо в Vegas. Для этого перейдите в точку начала сцены и разрежьте видео в этом месте, нажав латинскую S. Это та самая гнутая S как $. Если до сих пор не выучили латинский алфавит, самое время это сделать. Теперь перейдите в конечную точку и снова отрежьте видео. Удалите кусок перед сценой.
Теперь перейдите к следующей сцене и также нажмите S, чтобы отрезать начало сцены. Видео между концом первой и началом второй сцены также удалите. Повторяйте до тех пор, пока не нарежете все необходимые куски видео. Теперь перетащите куски поближе друг к другу. Если видеофильм имеет несколько звуковых дорожек, то сначала послушайте их в режиме соло, а потом выделите и удалите ненужные. Теперь перетащите ваш аудиокомментарий на отдельную дорожку. Запустите проигрывание и подрезайте видео по месту, чтобы оно соответствовало тому, о чем вы говорите. Режем тем же способом, что и нарезали куски видео. Можно также нарезать и комментарий в нужных местах и протащить его по временной линии, если хотите, чтобы видео шло без вашего комментария. Если нужно вставить картинку, то разрежьте видео в нужном месте, перетащите правую часть вправо, а на образовавшееся место вставьте картинку. Протащите ее во времени. Стоп-кадры делаются аналогичным способом. Сделайте снимок нужного кадра либо через VLC Player, либо через встроенный проигрыватель Vegas, убедившись, что выставлено максимальное качество. Получившуюся картинку с кадром точно так же вставьте в разрез видео. Другой способ получить стоп-кадр – использование envelope скорости, но он сложнее. А вот envelope звука вам изучить просто необходимо. Вставьте envelope громкости и опустите линию вниз. Теперь добавьте точки на линию в тех местах, где вам нужно, чтобы звук оригинального видео звучал громче вашего комментария. В местах, где вы говорите, звук видео должен быть тише. Почти готово. Теперь будем экспортировать видеофайл. Выделите все и оттащите правее. Вставьте в начало титульный лист и заглавную музыку, если она есть. Теперь заходим в рендеринг и, убедившись, что кольцевание отключено, экспортируем видео. Для онлайн-плееров типа YouTube достаточно VMV файла с битрейтом 3 МБ в секунду. Дождитесь окончания процесса и заливайте ваш видеообзор на YouTube.